Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Таро расклад. Что прояснится? Что прояснится в апреле? События ближайших дней, ближайшего будущего. Таро на декаду на 10 дней с 20 по 30 апреля до конца месяца. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И хоть астрологически, надо сказать, апрель месяц, первая половина, она могла быть такая еще в растяжку или с какими-то паузами, то вторая половина будет убыстряться или темп набирать. Вполне вероятно, те вопросы, которые вы будете решать в своей жизни в конце апреля, они перейдут и на май, они будут тоже актуальны, или вы что-то продолжите. Но тем не менее, колесо истории или период большой ретроградности, который у нас завершается в апреле, когда с 14 числа Венера уже в прямом движении. Это все, что олицетворяет вопросы нашего благополучия. И вот эта ретроградность или колесо истории, которое было запущено с конца 2024 года, нас шаг за шагом приводило к какой-то данности или к тому, что мы не можем уже отменить. Все идет своим чередом, мы говорим, да? Или мы часто в наших раскладах, к чему все идет, вот такой вопрос задаем. Вот здесь мы, скорее всего, сами себе ответим, зачем все это было нужно, или мы знали, что к этому все и шло. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, но я не исключаю, что для кого-то из вас, пусть не для всех, но может стать такой вопрос, когда либо я продолжаю ждать, или я что-то отпускаю. Возможно, вопросы работы или личной жизни должны быть либо переведены на новый уровень, уже с какими-то новыми возможностями или с новым вдохновением, или как точка невозврата. Вот есть какой-то ключевой пункт или событие в течение второй половины апреля, с чем вы можете определяться. Пусть это не всех касается, это может быть связано, кстати, с решением других людей, с кем вы контактируете, ближайшее окружение, или пусть это по работе или родственники, то есть какие-то неожиданные новости, информация может приходить, или то, чего вы не ожидали. И поэтому мы зададим такие вопросы. Что уходит, а что придет взамен? Что прояснится? Какая правда откроется? Может быть, глаза откроются, да? Иногда так тоже у нас бывает. Мы думали одно, а по факту мы понимаем, когда события как-то уже развились до определенной степени, что нет, тут реальность такая неоднозначная. И четвертая карта – неожиданности, неожиданные события или то, чего вы не ждете. Мы достанем 3 карты. Оракул Ленорман. Как ключевые события или как знаки судьбы. В целом больше это именно на события или сферы жизни, чего могут касаться основные вопросы второй половины апреля или с 20 по 30. Давайте узнаем, достанем 3 карты. Подсказки. Знаки судьбы или как события. Достанем с вами сразу карту совет. Так что же уходит? Рыцарь кубков. Может быть, это некоторая восторженность, это хорошее вообще настроение, это вдохновение. Может быть, это какая-то личная история любви для вас, да? И не обязательно, что уходит. Мы ведь говорим, что есть какой-то пункт, и он либо новая точка отсчета, либо пункт как невозврата. И кто-то будет переводить отношения на новый уровень, или просто пересмотрит взгляды на партнерские отношения у вас могут измениться. Или какая-то новость, которая вас очень вдохновляет. Она вас, безусловно, порадует. Но по этой карте нет надежности. Это да, это какой-то короткий период жизни. Ох, мы так вот, да, были в восторге от чего-то. Нам приятно это было слышать. Или нам было приятно, за нами ухаживают, например, да. Нам дарят какие-то комплименты, подарки. И проходит по этой карте конфетно-букетный период. Или вот когда бабочки в животе, да. То есть вот когда мы чем-то воодушевлены, у нас хорошее настроение. Но это не длится вечно. Будем реалистами. И если мы про отношения, либо переводим отношения на новый уровень, либо какая-то история, может быть, заканчивается. И здесь у каждого будет по-своему. Вот давайте посмотрим, что же придет взамен. Вообще карта работы. 8 пентаклей, причем одна из лучших. Как на деньги, так и на работу, на ваши достижения, согласования,
возможно, документы. Ну, это все, к чему мы прилагаем конкретные усилия. Куда-то отправляемся, или мы что-то изучаем, детализируем какой-то вопрос, чтобы понимать, с какой стороны к нему подступиться, чтобы в конечном итоге цель была достигнута. И я всегда говорю по этой карте: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот, наверное, что придет взамен? На что хватит вашего терпения где-то? Но сама по себе очень продуктивная карта, поэтому здесь хватит, понятно, терпения на что-то такое емкое и основополагающее. Может быть, это вы будете фильтровать, кому вы можете доверять, а кому нет. Или какая история любви будет продолжена, а какая закончена. Или что вот делать, если поступило какое-то предложение, соглашаться или отказываться. Может быть, и так. Но я здесь больше вижу, что какой-то прогресс. Восьмерка Пентаклей в любом случае – это карта прогресса. Поэтому здесь могут быть для вас, к примеру, если все же Пентакли, то это дела, работа, бизнес и деньги как эквивалент. Первая карта «Рыцарь кубков». Это могло быть какое-то вдохновение или начало даже рабочего процесса, неважно, с чем связано. Либо это как новая сфера деятельности, дополнительный доход, ну, что-то вас заинтересовало. А вот теперь это надо переложить на более такие уверенные рельсы. Вот вместо приятных каких-то ощущений, может быть, или когда вам нравилось чем-то заниматься. Вот именно вдохновение было. Вот теперь нужна настойчивость, мои дорогие близнецы. Или это нужно как-то переоформить, может быть, по документам. Давайте мы с вами посмотрим, что же прояснится. Ну, у кого-то может проясняться и по личной жизни. Жрица – это иногда карта говорит о, ну, допустим, те отношения, когда не две персоны, а три. Мы говорим любовный треугольник. Словно один человек в тени. Возможно, это тот, о котором вы никому не говорите. Может быть, это и ваш личный план. Или есть у вас контакты с таким человеком, который вам интересен, но вы не знаете, как к нему подступиться. Вот, кстати, такое тоже я допускаю. И жрица, ну, вообще это прообраз, это больше женская энергетика. Это та, которая все знает. Это та, у которой великолепно работает интуиция. И это где-то может олицетворять, что прояснится. Какая-то история по конкретной, может быть, и женщине, и она связана с личной жизнью. Или это ваши собственные тайны, особенно если меня смотрят девушки, женщины, значит, что-то вы, мои дорогие, задумали. Может быть, это и личная история, может быть, это и ваши достижения. Вот эти две предыдущие карты. И вы никому не будете говорить. Вы будете что-то просчитывать свое. Ну, и у каждого понятно, тут какая-то своя задумка. Значит, ваша задумка каким-то образом проясняется или переводится на какие-то конкретные, опять же, рельсы. Вот к этому профессионализму или к материализму даже какому-то вы приходите, вы как какую-то загадку можете разгадать или понять, как вам действовать. Слушайте интуицию, ведь это старший аркан. Но это еще, знаете, тут надо не отказаться от чего-то и не прогнать даже какую-то иррациональную мысль. Или, может быть, это потребует от вас, мои дорогие, когда вам придется поступать так, как от вас никто не ждет. И все же, вот эту мысль прогонять не стоит. Каким-то образом вам это может помочь. Или когда вы действовать будете не по шаблону, паттерну какому-то, опять же, ожидаемому, а вот как-то так вот по-своему. Давайте мы откроем четвертую карту, как неожиданности, с чем это может быть связано. А тут и правда, смотрите, жрица, луна, тут какие-то неопределенности. То, что конкретно, но есть то, что, ну, как не понять пока. Или на уровне предположений, ваших ощущений, интуитивных каких-то подсказок. И я так вижу, вам нужно будет какой-то, возможно, выбор делать. Но выбор вам это делать достаточно сложно. Я хочу достать еще одну карту. Совет. Вопросы семьи, вопросы заработков, десятка пентаклей. Шикарная карта. Да, тут может быть, знаете, как интерес и семейный, и денежный, и, может быть, любовный. То есть, если мы говорим чувства, да, у кого-то, правда, могут быть, как, допустим,
есть у вас взаимоотношения, и одновременно какая-то есть третья сторона, которую вам приходится учитывать, но это лично нужно вам, а может быть, вашей семье это не нужно. Или, если мы говорим об отношениях, может быть, у вас есть контакты с человеком конкретно, да, вы с ним встречаетесь с учетом рыцаря кубков, какие-то приятные эмоции, вы друг другу нравитесь, или вы друг друга даже понимаете, но ваша семья не одобряет эти контакты. И в данном случае тогда будет семья выступать как какой-то пункт противодействия. Но, может быть, это еще и какая-то составляющая по части финансов. Поэтому, ну, может быть, и обходить какие-то острые углы вам придется. Хотя ведь карта сама по себе очень добрая. Наверное, каждый будет поступать как-то по-своему. Но вполне вероятно, вы будете прояснять какую-то обстановку. Или, если вы чувствуете вот то, что я, к примеру, обрисовала ситуацию, что семья не воспринимает или против ваших отношений, против того, чтобы вы продолжали чем-то заниматься. Я не могу сказать, что вы от этого должны отказываться. Может быть, все-таки жрица – это тайна, храните тайну, дайте некоторым событиям еще как бы развиться, но вы должны быть счастливы, понимаете? Поэтому десятка пентаклей говорит о том, что именно вам, мои дорогие близнецы, должно быть хорошо. Понятно, что мы должны оттолкнуться максимально от благополучия или от того, что существует в нашей реальной жизни. Может быть, не доделить того человека, которого мы плохо знаем, какими-то особенностями, и как принять желаемое за действительное. Понимаете, все же десятка пентаклей более чем карта конкретная. Она говорит о новых возможностях, но в то же время и о тех возможностях или вашей ресурсности в данный момент. И как будто это нужно сохранять. Но есть еще какой-то ваш интерес, о котором не знает никто, возможно, кроме вас. Или вы не знаете, каким образом ваше решение подать, и вы будете обдумывать. Поэтому обдумывайте, ну, как это вам, может быть, и придется обходить острые углы. Но давайте, не могу сказать, что это будет просто сделать за остаток дней апреля месяца. Давайте посмотрим вот эти 3 подсказки или 3 ключевых события, или как знаки судьбы. А вот правда, выбор есть. Да, нет, развилка направо, налево. Словно мы уже подошли вот к этому столбу, где нам приходится выбирать. Дорога расходится. И вот так прямо, если мы до этого периода шли, уже так не получается. Вы стоите перед выбором. И этот выбор уже как бы душа вам подсказывает в сторону вот отношений, может быть, любви. Или пусть этот рыцарь кубков будет олицетворять то дело, которое вам хочется заниматься, или вот именно вам хочется двигаться в этом направлении, для кого-то переехать или поездку какую-то осуществить, и вы будете раздумывать, ехать мне или не ехать, продолжать эти мне отношения или нет, но выбор делаете только вы сами. Давайте посмотрим вторая как подсказка. Вот с какой-то историей вы сталкиваетесь по судьбе. Может быть, вы проходите какой-то жизненный экзамен. И здесь могут быть как и победа, да, 6 как раз имеет эта карта, а 6 это всегда по нумерологии вершина нашей активности или какая-то последняя фаза, да, когда мы именно побеждаем. Мы прикладывали усилия к чему-то, вверху у нас 8 пентаклей, поэтому я вижу тут по работе, по деньгам продуктивный период все-таки. Но это еще одновременно. Тут у нас 36, если мы сложим 9, а 9 это всегда перемены. И какой-то очень правильный, судьбоносный выбор вам придется делать. Или какую-то ситуацию продумывать. Давайте откроем третью карту. Вы знаете, иногда бывает, к примеру, мыши, да, мы говорим. Это не есть что-то глобальное. И, кстати, 7 и 23 это как 5. Что 5, что 7. Это 2 числа, которые как 5 мы берем, если, да, это всегда какой-то недостаток. Недостаток информации, недостаток взаимопонимания, недостаток денег. И, может быть, проигрывается, вот как по жрице, это ваши какие-то тайны или недостающие какие-то звенья информационные, которые вы хотели бы прояснить. И вот жрица у нас
И, собственно говоря, пытается заглянуть в будущее, нужно это или нет, как будто разобраться. А по семерке это на нас всегда воздействует. И вас здесь могут, как и склонять к своему какому-то мнению. И если вы, к примеру, начнете спрашивать совета, то вы еще больше запутаетесь. Потому что среди советчиков могут быть такие буквально мыши, которые не хотят по каким-то причинам, чтобы вот было ровно так, как вы этого хотите. Или тут могут быть какие-то споры, здесь могут вас в какие-то обязательства втягивать, или даже не втягивать, а призывать к каким-то обязательствам. Я такое тоже могу предположить, особенно если прежде вы на что-то соглашались. Ну, то есть неоднозначно по этим мышам. А что это за мыши, в какой сфере жизни? Давайте, мне ли интересно. Ну, карта, в какой бы сфере они ни были, метла, тут понятно даже, не знаю вообще карту, ни Таро, ни Ленорман. Избавься от мусора какого-то. Может быть, это от ненужных советчиков. Или есть действительно те, которые вот как мыши. Вроде крупного такого вреда они не оказывают, но весьма портят нашу жизнь. Или какие-то ее детали. И чем бы, в каком бы варианте это не происходило, избавиться буквально, вымести вот этот мусор из своей жизни. Может быть, вопросы, кстати, и по части дома у кого-то. Когда вам нужно что-то перестроить, реорганизовать, навести какой-то тоже порядок. И тогда буквально вы выбрасываете весь хлам. Не жалеете. Вот может быть и такая подсказка, как этап обновления. Вот с чем-то тут, если мы говорим, развилка. Мы выберем один путь. Пойдем, к примеру, направо. Значит, налево мы уже не пойдем. И стало быть, отказываемся. Поэтому какой-то отказ по судьбе. Причем такой добровольный. Не потому, что это мы на каком-то эмоциональном надрыве, вот так вот нужно делать. А нет, а у вас уже тоже либо интереса нет, либо уже какая-то, ну, как вот конечный пункт какого-то маршрута вы тоже прошли. Давайте карту совет. Паж кубков. Вот у нас рыцарь кубков. И правда, у кого-то обновление отношений. Я такое могу вполне предположить. У кого-то из вас, мои дорогие близнецы, изучение. И я говорила, да, какая-то новость приходит. Иногда нам нравится этим заниматься, мы чем-то воодушевлены. И тогда вполне вероятно, все-таки я вижу, поскольку в карте совет, изучай. Пажи это всегда, когда мы учимся. Но, может быть, по части, если даже на личную жизнь, кстати, переложить. Восьмерку, к примеру, Пентаклей, с учетом, что первая карта, она больше такая о чувствах, как ни крути. И над отношениями тоже нужно работать. Я думаю, со мной люди семейные точно согласятся, потому что личная жизнь – это работа, опять же. Это какие-то обязанности, иногда, увы, и рутина, но, может быть, обновление отношений. Или изучи, если, к примеру, дела того требуют, что вам, правда, нужно для дела выучить язык, к примеру, или освоить какое-то новое ремесло, или, ну, вот, какой-то элемент обновления внести даже в свой бизнес, допустим, так, да, то вы будете больше времени уделять этому изучению. Но в любом случае, карта в целом говорит, занимайся тем, что тебе нравится, и иди туда, где тебе хорошо. Будь с теми, кто тебя вдохновляет. Вот конкретный такой совет. Я не достала карты по основным сферам жизни, поэтому сделаем это так спонтанно. И первое. Энергии мы посмотрим на эти 10 дней с 20 по 30 апреля. Сфера ваших достижений, труда. Какие энергии будут преобладать? Ух, император. Ну, вы сами можете быть в этих энергиях, причем, мои дорогие девочки, это вы тоже можете быть как император. Когда даже столкнувшись вот с таким непримиримым императором, вам захочется гнуть свою линию. Или кому-то из вас, даже это опять же к девочкам, девушкам, женщинам, может быть и правда у вас такая сложная ситуация, что вам нужно быть и императором, и верховной жрицей одновременно. Это та, которая все знает. И вот вы что-то задумали, и вы хотите, чтобы именно какой-то ваш план был осуществлен. Возможно, план требует согласования вот с такими императорами несговорчивыми, и вы будете искать возможности, как обойти острые углы. И вы знаете, у вас получится. Главное, нужно быть всегда гибче, потому что император, он непримиримый чаще всего.
Я в шутку всегда говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Но договориться все же у вас какими-то такими мягкими энергиями, обходными путями у вас получится. Или вам придется по части дела, работа, бизнес, документы, учеба, тоже контактировать с людьми, которые занимают высокий пост, которые наделены определенной властью, или какие-то сферы влияния у человека в руках. И вот эта карта, она говорит как о больших возможностях, так и о том, что как и выбор, может быть, присутствует, но и корректировать-то мелкие планы все-таки придется, потому что на кону может стоять что-то важное. Главное, конечная цель, то, что вы достигаете. Или вам самим приходится определиться, мои дорогие близнецы, и взять на себя ответственность. Может быть, это новая должность у кого-то. Или это таковая должность, она вы как в 2 шагах от нее, и вам важно это не упустить. И причем сделать это как-то хитро и красиво. Деньги, хотя нам про деньги, в общем-то, тут уже говорили, что деньги есть. Да, деньги есть, деньги будут. 9 кубков. Карта, с одной стороны, это карта эгоиста, я иногда говорю, но в этой колоде нам просто говорят о том, что все хорошо. Поэтому по деньгам какой-то порядок. Но разве что на приумножение, мы уже с вами говорили, какие-то вопросы вы можете решать. Благополучная энергия, правда, как и на работу, так и на деньги. А вот по пажу мечей 2 пажа. Да, вот по пажу мечей мы всегда меняем направление. Словно шли в одну сторону, а теперь мы что-то передумали. Вот она развилка. Поэтому у кого-то вопросы выбора будут касаться именно личной жизни. Или продолжения отношений, или в каком ключе, в каком формате. Здесь вы тоже можете что-то обдумывать. И я не могу, я уже много сказала, как раз когда мы достали вот эти 3 карты. Просто эта карта подтверждает, да, действительно, не все как-то однозначно. И, может быть, какие-то гордиевые узлы, мои дорогие близнецы, вам и придется распутывать. Но вот так вот это незаметно, элегантно. Помните, что жрица – это, ну, где-то карта независимого человека. Но если император больше давлеет своим авторитетом, то вы-то и авторитетом не давите, потому что у вас верховная жрица. Она действует исподволь. Ну, почти как у мага, такая энергетика. Когда незаметно, мягко, лояльно, а человек думает, что это он сам пришел к такому выводу. Вот, по крайней мере, это вам будет помогать, потому что у вас тут что-то как раз благодаря этому и проясняется. И вполне вероятно, даже вот по аркану Луна, когда еще тысячи каких-то неопределенностей. Слушайте интуицию, она вам тоже будет давать правильные подсказки. И я должна сказать, когда выпадает аркан Луна, избегайте толпы, мои дорогие близнецы. Там, где скопление людей в любом варианте, будь то это в коллективе, да, иногда тоже бывают такие моменты, когда какие-то коалиции создаются, да, большинство и меньшинство. Вот вам не туда и не туда. Вам как верховная жрица. Она где-то рядом, она между. Она не в какие склоки или в какие-то выяснения, нет, она от них уходит. Полшага назад ее уже нет. Она как растворилась, она как невидимая. Вам такие энергии помогают. А если вы случайно на улице где-то внешнее пространство оказываетесь тоже в толпе, то вам в другую сторону. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.